Off-White признанный король стритвира, и сегодня на обзоре будут вулканизированные кеды сезона осень-зима 21-22. Все по классике, самый свежачок. Я сделаю распаковку, обзор и скажу свое заключение об этой модели. Кстати, не пропусти мое предыдущее видео, где на этих кедах я показал 14 способов креативной шнуровки. Видео ты найдешь по подсказке сверху. И если тебе нравится то, что я делаю, то обязательно ставь лайк этому видео и подпишись на канал. С тобой Адамов, приятного просмотра! Начнем с распаковки. Эта модель идет в коробке бледно-зеленого цвета. И если раньше коробки были с вырезами, то теперь она с обозначением, где нужно самостоятельно вырезать отверстие. На фронтальной части расположен логотип Off-White и напоминание, что дизайн разработан в Милане. Сбоку имеется памятка с наличием достаточно большого количества информации. Если кратко, то здесь говорится о миссии бренда, напоминание, что бренд Off-White также создает мебель для дома, создает адаптацию продуктов от сезона к сезону и при этом использует материалы высокого качества. Рядом изображение кед и размерная сетка. Внутри текстильный пыльник такого же цвета с логотипом бренда. Кеды упакованы в черно-серую бумагу тишью. Честно говоря, прежняя желтая брендинговая упаковка мне нравилась больше. Эти вулканизированные кеды имеют черно-зеленую расцветку с красными акцентами. Основной материал верха — это замша. К слову, она здесь высокого качества. За время эксплуатации, что я ими пользуюсь, никаких косяков на ней не появилось. И поцарапать ее нелегко, как, например, замшу более низкого качества. Хлопковые белые шнурки с подписью на кончиках. Фирменный язычок с надписью «Сделано на земле, создано на плоскости». На обратной стороне язычка указан размер и страна-производитель, в данном случае Индонезия. По бокам текстильные вставки с диагональным рисунком черно-зеленого цвета, красный замшевый квадрат из стрелок. С внутренней стороны логотип бренда. Пятка также сделана из замши. На шнуровке фирменная стяжка или зип-тай мраморного черно-белого цвета. С внутренней стороны на подошве яркий оранжевый прямоугольник. Носовая часть резины имеет объемный рельеф, а на пятке и сбоку приклеены диагональные черные полоски. Подошва имеет елочную текстуру с кругом в районе основания большого пальца ноги. По центру выдавлена табличка с напоминанием, что это вулканизированная подошва, и дизайном бренда, который звучит как определение серой области между черным и белым, называется цветом Off-White. Судя по текстуре резиновой подошвы, она сделана с использованием переработанных материалов. И, конечно же, стельки, которые, несмотря на их внушительную толщину, являются очень жесткими. Из-за чего, надев эту обувь, можно подумать, что здесь нет абсолютно никакой амортизации. Не хватает третьей стельки с правой рукой и надписью White.
На обратной стороне продублирован размер модели. Когда речь идет о кедах от Off-White, то не стоит ждать каких-то технологических прорывов. В первую очередь, это дизайнерская история, в основе которой стоит визуальная составляющая, то есть ее внешний вид. И если признаться, он здесь на высоте. Яркие элементы, zip-tie, качественные материалы. Все это создает отличный цельный продукт, который радует глаз, привлекает внимание прохожих и отлично подчеркивает ваш образ. Теперь перейдем к ощущениям от ходьбы. Как я уже сказал, это не технологический фарш, где в резине может прятаться потрясающая амортизация или какие-то интересные технологии для улучшения ощущений при ходьбе. Здесь все просто. Резиновая подошва и толстая стелька. При этом стелька достаточно жесткая. В целях эксперимента я надел на одну ногу кеда от Off-White, на вторую Vans Old School. И знаете, ощущения оказались максимально близкие. Вся разница исключительно в стельке. Поэтому, если вытащить стельку из Off-White и вставить ее в вансы, то вы получите ровно те же ощущения. А если взять вансы с технологией Comfy, где используется толстая мягкая стелька, то Off-White точно останутся позади. И по остальному. Внутри достаточно места для широкой стопы, здесь использованы качественные материалы, и если вы собираетесь их брать, то смело берите размер в размер. Но стоит ли тратить 25 650 рублей на кеды с яркой внешностью, но ощущениями ходьбы как от Vans? Каждый решит сам для себя. Лично мое мнение, эти кеды переоценены. За эту сумму я могу взять несколько пар кроссовок или поискать что-то более технологичное, например, с воздушной амортизацией. И хоть эти кеды позиционируются как осень-зима, в России в таком долго не проходишь, поэтому я бы смотрел что-то более надежное, теплое и износостойкое, чтобы быть полностью готовым к нашим суровым погодным условиям. Напиши свое мнение об этой паре, что понравилось, а что нет. А я желаю найти тебе свою осенне-зимнюю пару. С тобой был Адамов. Пока-пока.